25 января 2025 года может быть не просто красивой датой, но еще одним историческим днем для грузинского футбола и для Хвича Кварацхелия. Именно сегодня мы ожидаем дебют грузинского футболиста в составе Парижа. Ну и, конечно же, подведем небольшие итоги этой недели, проанонсируем события на выходных. В общем, будет интересно, поэтому погнали! И вот, как будто бы сегодня этот день настал. Хвича Кварацхелия сегодня в полночь по грузинскому под близкому времени должен выйти в составе ПСЖ. Я надеюсь, что в стартовом составе против команды Реймс. Вроде бы, знаете, неплохая игра, потому что у ПСЖ сейчас два решающих матча в Лиге Чемпионов. Вот, кстати, на неделе Ман-Сити они обыграли 4-2, причем уступая по ходу 0-2. Баркаля, который как будто бы рассматривается как конкурент Хвичи, просто ожил. Гол плюс голевая передача. И мне кажется, во многом благодаря его действиям вообще ПСЖ смог выиграть. Но вот еще впереди один матч со Штутгартом. Там тоже, ну как минимум, желательно бы не проиграть Парижу, чтобы и Хвича в этой Лиге Чемпионов еще смог сыграть. Но вообще поговаривают о том, что Штутгарт и ПСЖ могут просто договориться, так, знаете, неформально сыграть там 1-1 и вдвоем пройти в следующий раунд. А в случае ничей, да, действительно так, обе команды проходят дальше. Но вот как оно будет на самом деле, не знаю, посмотрим, но давайте вернемся к Хвичи. Интересно, сегодня была пресс-конференция с участием Луиса Энрике, и вот что он сказал о возможном дебюте Кварацхелии, о котором его, конечно же, спросили. Я не знаю, то ли это какой-то блеф, чтобы Реймс запутать, хотя что там путать, мне кажется, учитывая уровень вообще ПСЖ относительно других команд во Франции, тем более Реймса, при всем уважении к этому клубу, мне кажется, спокойно должны обыгрывать, и никакой тут блеф не нужен. Вот такую интригу Энрике повесил. Пишите ваши мысли, что вы думаете, увидим ли мы Хвичу сегодня вечером. Ну и, кстати, на неделе появилась еще одна цитата от спортивного директора Наполи, где мы получили объяснение, почему Наполи расстался с футболистом Джованни Манна. И вот что он сказал. Тренер отлично подготовил команду, поэтому мы были готовы к такому развитию событий. Все понимают, что из клуба ушел важный футболист. Хвича сам обратился к нам с просьбой его продать. Большие футболисты приходят и уходят, а мы продолжаем работать. Ну вот так, знаете, вроде бы какой-то камень в сторону грузинского футболиста полетел, но так аккуратненько соломочку постелил спортивный директор. Ну и, как сказал Хвича, что он нам еще позднее обо всем расскажет. Сейчас, мне кажется, и правильно, что посреди сезона какие-то разборки устраивать не стоит. Надо сконцентрироваться на новой команде. А уже видно по тренировкам, что с настроением у него все в порядке. И тренировки, в общем, проходят очень так насыщенно, интересно. И, конечно же, мы теперь ждем самих матчей. Вот такие были комментарии перед возможным дебютом Хвича Кварацхелии в чемпионате Франции. А я решил заморочиться и вообще рассмотреть, какие были дебюты в карьере Кварацхелии в тех клубах, в которых он играл уже в профессиональной карьере, и как они складывались. Вот давайте сейчас в это углубимся получше. Первая дата, 10 марта 2019 года, кажется, это уже давно так было, целая вечность. За московский Локомотив дебютировал Хвича Кварацхелия. Команда играла на выезде против махачкалинского Анжи, выиграли 2-0. Хвича результативными действиями не отметился, но он тогда еще был совсем молодой и перспективный футболист. И там, в общем-то, в том сезоне в Локомотиве 10 матчей провел, один забитый мяч. Поэтому, ну, наверное, нельзя сравнивать тот дебют с теми, которые были дальше. Идем дальше. 7 июня 2019 года матч сборной Грузии, дебют в составе национальной сборной Грузии, квалификация чемпионата Европы. Вышел в старте, к сожалению, получил травму на 47-й минуте и в итоге был заменен. В этом матче обошлось без результативных действий, но тем не менее дебют состоялся. После Локомотива был переход в Казанский Рубин. И знаете, что символично? В своем первом матче за Казанский Рубин Хвича играл как раз таки против Локомотива. Заменил, кстати, Зурико Давиташвили на 66-й минуте. И спустя 10 минут уже в первом матче за Казанский Рубин отличился забитым мячом. Это, пожалуй, самый яркий из всех дебютов, которые мы сегодня рассмотрим, о которых мы поговорим. Вот так быстро Хвича доказал, что зря Локомотив от него избавился. Ну, там разные были причины на это. Но вот представляете, в июле он пришел в клуб и 15 числа уже отличился. В
В принципе, вот в ПСЖ может быть какая-то такая дистанция, да, вот неделю назад Хвича пришел, и вот если он с Реймсом забьет быстро. После Рубина было Динамо Батуми 2 апреля 2022 года, состоялся дебют в матче против Тел-Ави, команда выиграла со счетом 1-0, Хвича забитыми мячами или голевыми передачами не отличился, и дальше был, конечно же, Наполи. Я думаю, что дебют за Наполи все вы прекрасно помните, матч против Вероны, выездной, и там, причем первая Верона отличилась, и потом Хвича Кварцхелия в первом своем матче за Наполи отличился, а потом еще во втором тайме отдал голевую передачу, 5-2 выиграл. Но тот чемпионский сезон, я думаю, его помнят и в Грузии, и в Неаполе, и вообще все болельщики Хвичи, независимо от того, где они находятся. Вот такие были дебюты, и вот сейчас Париж, ПСЖ, матч с Реймсом, 25 января 2025 года, красивая цифра, но очень хочется, чтобы и эту дату мы тоже с вами надолго запомнили. Небольшой обзор событий недели. В Еврокубках не было Хвичи Кварцхелии, но были другие грузинские футболисты. Здесь, наверное, особо стоит отметить Ираклий Азарович, который наконец-таки вышел в стартовом составе донецкого Шахтера, боролся, бился как мог, заработал пенальти, и с помощью этого пенальти Шахтер уже удвоил свое преимущество. Там, мне кажется, фол был очевидный. Со счетом 2-0 Шахтер обыграл Брест и сохраняет шансы еще продолжить борьбу в следующем раунде плей-офф Лиги Чемпионов, поэтому внимательно следим. Меньше повезло другим грузинским футболистам. Отар Китаишвили, Гурам Кашия. Они борются со своим Штурмом и Слованом, но, конечно, соперники у них солидные, все это очень непросто. Матчи закончились поражениями, но, тем не менее, тот же Китаишвили, например, был лучшим в составе Штурма. И несмотря на эти обидные 0-5 от Аталанты, мне кажется, это все же стоит отметить. В Лиге Европы играл Георгий или Жорж Микаутадзе, как вам больше нравится, вышел снова в старте против Фенербахче, но там было 0-0. За РФШ сыграл 90 минут Адишария. Лаша вообще тоже отлично себя проявляет в рамках Лиги Европы. Кто знает, может быть, летом ему предложат какой-нибудь классный контракт, вполне возможно. И вот РФШ сенсационно обыграл Аякс со счетом 1-0. Жаль, что уже ничего не сулит эта победа команде. В любом случае, уже латвийский клуб покидает турнир. Играл также Георгий Чеквитадзе за Уотфорд. После того, как пропустил матч на выходных, проиграли 1-2. С командой Престон играли, но Чеквитадзе там не весь матч отыграл целиком, но, к сожалению, вот поражением дело закончилось. Ну и в заключение еще несколько слухов трансферных. Саба Гагличидзе, очень интересно, как складывается его карьера, вот в серии А он себя проявил, и велика вероятность, что вот уже на ближайшей неделе, возможно, его подпишет какой-то итальянский топ, это может быть Аталанта, Милан, Ювентус, Рома, вот такой широкий список топов, кто заинтересован в услугах Сабы, там разные условия обсуждаются, но вроде бы агент хочет как минимум 15 миллионов евро и возможность Сабе доиграть сезон до конца в Эмполи, как будто бы не все клубы на это готовы, но посмотрим, что вообще, чем эта история закончится. Капитан тбилисского «Динамо» Александр Каландадзе переходит в венгерский Фехервар, вот так вот тоже посреди сезона, но перед стартом сезона грузинского. Интересный трансфер, и в принципе мы видим, что венгерские клубы тоже частенько пользуются популярностью у грузинских футболистов. Буду Зевзевадзе, мы знаем, что играл и из Венгрии попал в Германию. Но мне кажется, неплохой трамплин для молодого футболиста, тем более пожелаем Александру здесь удачи. В общем-то, это все. Ждем матча. Я постараюсь провести для вас полноценный стрим во время игры. Будут разные гости. Будем обсуждать вообще то, как складывается матч Хвичи Кварцхелии, как складывается его дебют в составе Пари Сен-Жермен. Но в любом случае, если вдруг он не выйдет в старте, может выйдет на замену как-то иначе, то я запишу выпуск уже по итогам матча, обязательно со своими мыслями о том, как этот дебют прошел. Ну а вы пишите свои мысли, ожидаете ли вы увидеть Хвичу в старте и вообще уже запланировали ли просмотр этого матча, или считаете, что полноценный дебют стоит увидеть уже в Лиге Чемпионов, где, мне кажется, что у ПСЖ теперь должно быть все хорошо, потому что Ман-Сити обыграли, и слава богу. Спасибо вам, что смотрите до конца, ставьте лайки, конечно, подписывайтесь на канал. 10 тысяч подписчиков моя цель, уже 7 есть, поэтому всем хороших выходных и болеем за грузинских футболистов.